Обычно мы представляем, что искусственный интеллект думает, как компьютер, шаг за шагом по прямой. А что, если этот прямой путь — тупик? И вот в этом-то и кроется огромная проблема для современных нейросетей. Такое линейное мышление, оно ведь очень хрупкое. Стоит сделать один неверный шаг, одну ошибку в этой цепочке, и все. Весь ответ просто разваливается на части. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот слева типичная цепочка мыслей ИИ. Прямая как палка, но такая же негибкая. А справа то, как думаем мы, люди. Да, может показаться хаосом, но на самом деле это целая паутина, мощная сеть идей. Именно она и позволяет нам находить обходные пути и все равно приходить к правильному ответу. И вот мы подошли к главному. Наш мозг не идет по одной дорожке. Нет, он как будто смотрит на целую карту местности сразу, видит все возможные пути. Так вот, главный вопрос. А можно ли научить этому машину? И кажется, ответ нашелся. Его предложили исследователи Яо Яо, Цу Чао Ли и Хай Чхао. Их работа так и называется «За пределами цепочки мыслей». И цель у них, надо сказать, амбициозная — полностью перевернуть представление о том, как должен рассуждать ИИ. Они назвали свой метод «граф мыслей» или сокращенно «ГОТ». Идея простая, но гениальная. Вместо вот этой линейной цепочки, где шаг А ведет к шагу Б, ГОТ строит целую сеть. В этой сети идеи могут быть связаны как угодно во все стороны. Точь-в-точь, как у нас в голове. Звучит интересно. Но главный вопрос — как? Как машина вообще может взять обычный текст и превратить его в такую вот сложную паутину мыслей? Весь процесс можно разбить на 3 этапа. Сначала система, как детектив, вытаскивает из текста самые базовые факты. Потом из этих фактов она собирает такой, знаете, первоначальный набросок, скелет графа. И на последнем этапе она этот скелет наращивает мясом, объединяет похожие идеи и делает всю структуру умнее. Давайте на конкретном примере из статьи. Вот предложение. Слово «землетрясение» происходит от слов «земля» и «трястись». Что делает система? Она просто разбирает его на простейшие кирпичики, на такие тройки — субъект, действие, объект. И вот на втором шаге эти кирпичики-тройки превращаются в схему. Землетрясение — это узел, происходит от — это связь, а земля и трястись — это другие узлы. Все, мы получили самый простой скелет нашей будущей сети знаний. А вот теперь начинается самое интересное. На 3-м этапе система проходит по всем этим узелкам и начинает их связывать. Она ищет синонимы, похожие идеи. Например, если где-то в тексте встретится слово «грунт», система поймет, что это почти то же самое, что и земля, и соединит их. Граф становится плотнее, связи богаче, и вот тогда-то он и становится мощным инструментом. Окей, в теории все звучит просто отлично. Но мы же знаем, что главный судья — это практика. Что там с тестами? Работает ли этот граф мыслей лучше старых методов? Смотрим на первый тест — А-квадрат. Это задачки на логику и математику на основе текста. И что мы видим? Граф мыслей обходит стандартный метод на целых 2%. Может показаться, что это немного, но поверьте, для таких сложных задач это очень серьезный скачок вперед. Но настоящая магия проявилась на тесте Science QA. Это уже высшая лига. Тут и тексты, и картинки, и сложные научные вопросы. И посмотрите на эти цифры. Граф мыслей не просто обогнал все предыдущие модели, он подобрался вплотную к результатам человека, а в некоторых моментах даже обошел. Просто вдумайтесь в эту цифру — 87,59%. Это новый рекорд, новый стандарт в этой области. И что самое поразительное, результат достигнут моделью, которая гораздо меньше гигантов вроде GPT-3. То есть дело не в размере, а в умении думать. Так в чем же, если подытожить, ключевая разница? Старый метод, цепочка мыслей, это как идти по узкой тропинке в лесу, а новый, граф мыслей, это как смотреть на всю карту этого леса сразу. ИИ теперь не просто идет по заданному маршруту, он исследует, ищет связи и делает собственные выводы. И это, пожалуй, главный вывод. Такой подход не просто делает ответы точнее, он делает сам ИИ эффективнее. Чтобы стать умнее, ему больше не нужно бесконечно расти в размерах. Он учится именно рассуждать, а не тупо следовать заученному шаблону.
В общем, все это — переход от одномерного мышления к многомерному. И это отличный пример того, как попытка скопировать сложную, запутанную структуру нашего с вами мышления открывает для искусственного интеллекта совершенно новые, невероятные горизонты.